Всем привет! В этом обзоре я расскажу о том, как в домашних условиях изготовить кварцевый фильтр. Этот выпуск больше ориентирован для новичков, для тех, кто только-только начинает вникать в тему кварцевых фильтров. Ну и сразу хочу сказать, что по продолжительности видеоролик будет довольно-таки длинным. Поэтому кто, допустим, не хочет тратить время на просмотр ролика, можете промотать, конечно, дальше, можете смотреть фрагментами, но я все-таки советую этот ролик просмотреть от начала и до конца, так как тут, возможно, кто-то для себя увидит некоторые нюансы, которых, допустим, не знал раньше. Но в целом ролик будет ориентирован только для новичков в этой теме. Если кто-то еще не знает, что такое кварцевый фильтр и для чего он нужен, можно прочитать в радиолюбительской литературе, в любой литературе, посвященной КВ и УКВ связи. Ну или в интернете сейчас, в общем-то, информации достаточно много. Здесь мы будем разбирать в основном практические методы и принципы изготовления кварцевого фильтра. Из приборов и материалов нам понадобится заранее изготовленный генератор, схема которого предложена в программе DSHAL, которая показана на картинке. Вот, собственно, вот так вот выглядит этот генератор изготовленный. Небольшая платочка, в принципе, разъемчик для кварца, чтобы было удобно подставлять кварцы. Все очень просто, и можно эту платку выполнить на макетке. Ну и, конечно, нам понадобится сама программа DSHAL. Скачать ее можно по ссылке под видео, причем там будет русифицированный вариант. Также нам понадобится частотомер. Для начала подойдет любой частотомер, у которого верхний предел измерения не менее 10 МГц. Ну и, конечно же, желательно, чтобы шкала частотомера была 8-разрядная. Хотя бы. Во всяком случае, младшие разряды этой шкалы должны показывать единицы Гц. Для чего нам это надо? Для более точного подбора кварцевых кристаллов. Смотрите, у меня вот такой вот частотомер есть, тоже самодельный абсолютно, он, в принципе, нам его хватает. Тут сколько получается у нас, 8-разрядная вот шкала как раз, и нам хватает его для любых измерений. Вот такие вот печатные платочки, печатные платы, соответственно, тоже я выложу. Вот, ссылка на печатные платы будет под видео. Ну и, конечно же, нам для работы понадобится большая жменя кварцев. То есть вот они кварцы, у меня их тут было сотня. Вот, я уже, конечно, заранее отобрал некоторые кварцы, чтобы не тратить время. Кварцы желательно иметь на частоты выше 7 МГц. Ну, обычно 8867 берут вот такие вот кварцы, излюбленная ПЧ, излюбленная радиолюбителями частота. Ну, в общем-то, они наиболее хорошо подходят для кварцевых фильтров. Но в данном случае конкретная частота нас не интересует, так как у нас учебная конструкция. Нас интересует получаемая АЧХ законченного изделия и ее соответствие с расчетной АЧХ. Расчетную АЧХ мы получим из программы DSHAL, как я уже сказал выше. Немного забегая наперед, скажу, почему нежелательно применять более низкочастотные кварцы. В принципе, все просто. У них очень мал резонансный промежуток, и кроме как телеграфного фильтра на них ничего практически не изготовишь. Во всяком случае, все партии кварцев, которые я покупал совсем недавно на AliExpress, были непригодны для изготовления фильтра. И представьте себе, из 100 штук мне не удалось ничего выбрать для SSB фильтра. Есть, в принципе, у меня подозрение, что китайцы их сами отбирают и продают уже отбраковку. Кстати, ссылка на продавца более-менее нормальных кристаллов, которые мне удалось приобрести, будет под этим роликом. В качестве подопытного фильтра возьмем за основу схему Кир фильтра. Схема перед вами. Почему именно его? Потому что он проще в расчетах, изготовлении, а также менее требовательный к подбору кристаллов. Несмотря на то, что он имеет более пологие фронты и, соответственно, немного меньше подавления сигнала за полосой пропускания, он имеет намного меньшую неравномерность АЧХ. И благодаря такому схемотехническому решению можно получить хороший SSB фильтр даже с кварцами, имеющими достаточно узкий резонансный промежуток. Ну и подходим к самому главному. Изготовление любого фильтра начинается с определения промежуточной частоты.
ну и соответственно закупки необходимых кристаллов, кварцев. Закупить нужно довольно много. Ну, чем больше, тем лучше. Ну, во всяком случае, не менее 50 штук хотя бы для, скажем так, возможности отбора. Но я обычно беру у китайцев партии, вот я вам показывал, по 100 штук. Вот здесь в пакетике 100 штук. Вот из них можно, во всяком случае, выбрать кристаллы, ну, для 3-4 фильтров, я бы так сказал. Ну, для 3 фильтров из 100 штук точно можно. Хотя, как я уже говорил выше, низкочастотные кварцы, которые я покупал, вот, из них я для SSB фильтра практически ничего не отобрал. Далее нужно отобрать идентичные кристаллы, у которых частоты при разомкнутой и замкнутой кнопке, семкостной нагрузкой и без нагрузки, будут одинаковы. Это в идеале, конечно. Ну или хотя бы отличаться не более чем на 50-60 Гц. Многие, конечно, допускают и больше разброс, к примеру, до 100 Гц. И для кирфильтра это также еще в принципе и допустимо, но я стараюсь отобрать по максимальному совпадению. Значит, кнопочка у нас на плате, на генераторе, вот она эта кнопочка, мы ее замыкаем, снимаем, значит, замкнули кнопку, сняли одну частоту, при разомкнутой кнопке у нас на частотомере будет другая частота. Сейчас я вам это постараюсь показать, сфокусируюсь на индикатор частотомера, и я думаю, мы что-то увидим. Значит, смотрите, вот эти вот показания при разомкнутой кнопке. Мы видим, что 7, 370, 834. Записали это значение себе, допустим, в блокнот, куда-нибудь там на листочек. И, соответственно, укажите себе на листочке или в блокноте две колоночки. Close и Open. То есть открытая кнопка не замкнутая и Close замкнутая. Для чего это делаем мы, я расскажу чуть позже. Значит, смотрите, при замкнутой кнопке, вот я нажал кнопочку, у нас частота изменилась в меньшую сторону. Вот, 7369 516. Запомнили. Записали эту частоту. Далее, что я делаю? Я ставлю следующий кварц в нашу панельку. Вот, поставил следующий кварц. При разомкнутой кнопке я вижу частоту 7370 810. Вы помните, что там в первом кварце, который я подставлял, тоже было где-то 800 там, с копейками. То есть вот эта частота, то есть вот этот кристалл нам подходит. Разброс очень небольшой, там в пределах там, 10, 12, 20 Гц. То есть очень хорошо. При замкнутой кнопочке тоже все очень даже прекрасно. И, кстати, мы видим, что тут довольно неплохой резонансный промежуток. То есть, видите, да? Там было 512 Гц, или там 510, или 508, я уже не помню. И тут вот 512. Ну, практически идентичные кристаллы. Все очень даже хорошо нам подходит. Ставим следующий. Я покажу буквально 3 кристальчика, чтобы вы понимали сам процесс. То есть, вот, кнопка открыта, то есть не замкнута. Колоночку мы записали, те 2 кварца. Вот. Далее смотрим здесь 833. Вот здесь уже частота побольше, да, вот в герцах. Но тоже это нам подходит, потому что здесь частота, ну не более там разница в 12 там или 15, пускай герц, пускай даже 20. Отлично, все подходит, мы влазим в эти штаны, правильно? Вот, замыкаем кнопочку. И здесь мы видим, что то же самое, отлично, 69 524, то есть разница там в 15-12 Гц, просто прекрасно. То есть, естественно, мы этот кварц отставляем и записываем себе в колоночку его частоты. Собственно, вот так вот записываю я. Я беру блокнотик, вы видите, да, делаю 2 колоночки и записываю только частоты, вот, допустим, начиная от сотен килогерц и тысячных герц там, да, вот, то есть мне не надо там вот это записывать 7 мегагерц и так далее, то есть мне достаточно вот эти единицы, вот, которые в принципе отличаются у каждого кварца. И да, конечно, нужно сказать, что процесс отбора кристаллов
самый ответственный в изготовлении будущего фильтра. То есть от того, как вы подберете, насколько точно вы подберете кристаллы кварцев, от этого будет зависеть, в общем-то, в основном неравномерность очага. Ну и, соответственно, конечно, расчет. То есть достоверность расчетных данных. Итак, вот мы выбрали 8 кристалликов, из которых будет состоять наш будущий кир-фильтр. Выглядеть он будет вот так, вот таким вот образом. Вот такой у нас будет маленький фильтр, который, в общем-то, станет в любую конструкцию без проблем. То есть довольно удобно, красиво и никаких проблем. И работает отлично. Вот его платочки. Что я хотел еще вам показать, как практический вариант. Значит, многие задают вопрос, как измерить емкость кварца или кварцедержателя. Да? Ну, в данном случае у нас кварцедержателя как такового, в общем-то, нет. Ну, в роли кварцедержателя, в общем-то, сам корпус кварца и вот эти вот переходы между ножками и так далее, вот это все создает нам какую-то дополнительную емкость. Но я измеряю очень просто. Есть у меня вот такой вот приборчик для измерения емкости. Они бывают разные. Это вот у меня такой вариант, у кого-то другой вариант, неважно. Я ставлю на пикофарады значения, беру, подстраиваю так, чтобы в ноль увожу показания индикации. То есть выставляю 0 четко. Ну, суть в том, что выставил. И все, и вставляю просто-напросто кварц на измерение его емкости. Как обычный конденсатор, собственно говоря. И вот у меня там прибор показывает 3,5, 3,6. Ну вот где-то 3,5, 3,6. Ну я беру где-то 3,5 емкость его. Да, можно взять и 3. В принципе, честно сказать, сильно от этого мы не пострадаем, если мы эту емкость точно не измерим. Ставлю где-то 3, 3,5. Вот все. Вот на этом можно и закончить эти измерения. И больше нам эта емкость не нужна. Она нужна нам будет только в программе для расчета. После того, как отобрали идентичные кристаллы, частоты всех кристаллов при нажатой и отжатой кнопке заносим из блокнота в окне программы DSHAL. Вот в этом окошке называется Xtal Parameter Calculation. То есть мы заносим это значение вот в эти вот поля ввода. Видите, да? Closed и Open. То есть не зря я вам говорил, что в блокнотике нужно обязательно подписать вот эти два слова, чтобы вы не путались, а сразу заносили уже непосредственно правильные значения в нужные поля ввода. Кстати, когда мы вот эту схемку делали, да, там у нас были конденсаторы 470 пикофарад, мы их так и оставляем. Вот эти конденсаторы, они в нашей схеме реальные. И вот этот вот конденсатор ставим 45 пикофарад. Ну, можно 43, 47, ну, где-то вот так. У меня, я уже не помню, по-моему, 47 стоит пикофарад. Вот, здесь мы, соответственно, выставляем наше измеренное значение емкости кварца. То есть у нас оно там было 3,5, допустим. Вот мы его выставили там 3,5. И оно у нас постоянно здесь. Вот. Меняются только вот эти значения, которые мы намерили для каждого кварца. Их у нас 8 штук. Вот 8 раз надо будет подставить и нажать кнопку Calculate. То есть рассчитать. Для чего это сделать, я дальше расскажу. Итак, нажали мы кнопку, рассчитали и получаем последовательную частоту для каждого кристалла Fs, да? Вот мы видим, вот Fs это последовательная частота. И индуктивность Lm. Обычно я беру индуктивность. Можно, в принципе, для расчетов брать и емкость вот эту. Ну, что-то как-то у всех принято брать индуктивность. Но я и беру эту индуктивность. То есть мы взяли эти значения расчетные и записали себе где-нибудь на бумаге. Либо, как это делаю я, вот эти полученные значения для каждого кристалла я заношу в экселевскую таблицу, с помощью которой в нижнем поле получаю потом усредненные значения параметров Fs и Lm. Сейчас я покажу вам эту табличку. Значит, смотрите, вот такая экселевская табличка, я назвал ее вычисление среднего значения Fs кристаллов. В эту табличку я заношу вот эти вот сведения Fs, которые мы вычислили вот в этом окошке программы DSHAL. То есть вот это значение мы видим, да? Я его заношу сюда для каждого кристалла, вот в эту ячейку. И, соответственно, вот это значение Lm индуктивности
я его тоже заношу вот сюда, напротив вот этой частоты. То есть вот в эту ячейку. И вот когда мы занесли в эту табличку все значения для всех наших 8 кристаллов в данном случае, мы видим, да, то мы автоматически получаем усредненную последовательную частоту и, соответственно, усредненную индуктивность всех кристаллов. Можно, конечно, и на калькуляторе сложить все последовательные частоты кристаллов и полученную сумму разделить на количество кристаллов. Также и для индуктивности можно все значения, полученные вот эти вот значения, сложить на калькуляторе и разделить на количество кристаллов. Но согласитесь, это не очень удобно, и поэтому я сделал для себя табличку. Кстати, в этой таблице есть еще и пара интересных и нужных расчетов. Вот вы видите, можно ввести значение резонансного промежутка, допустим, кристалла, и, соответственно, вычислить, ну, соответственно, количество резонаторов и вычислить максимальную ширину полосы, которую возможно получить в данном фильтре при применении конкретного кварца или конкретных кварцев. Также у меня здесь есть расчет компенсирующей индуктивности для нейтрализации емкости измерительной цепи. Это нужно, когда у вас длинные кабеля, допустим, идут, вот вы меряете, допустим, АЧХ с помощью ГКЧ и осциллографа. Там достаточно длинные кабеля, допустим. Вот, они имеют свою определенную емкость. Вот здесь можно вот рассчитать и компенсирующую индуктивность катушечки, чтобы эту емкость немножко погасить. Ну, собственно, даже не немножко, а погасить ее практически до нуля, скомпенсировать. И, соответственно, достоверность измерений и даже форма АЧХ будет куда более нагляднее и приятнее. То есть не будет искажений как таковых формы АЧХ. Ну, в общем-то, как я догадываюсь, у вас сейчас в голове такой появился легкий сумбур. Кто-то понял, кто-то не понял, для чего же мы все это считаем, для чего нам нужны все эти усредненные значения и так далее. Все это нам, в принципе, нужно для того, чтобы в итоге эти усредненные значения частоты индуктивности подставить в параметры окна расчета Кир-фильтра в программе DSHAL. Открываем нашу программу DSHAL. Заходим в меню расчета Кир фильтра. Вот наше окошко основное. Есть. Далее. Вот в эти поля. Вот. Параллельная частота наших кварцевых резонаторов усредненная и индуктивность. Мы подставляем вот эти вот наши усредненные значения. Вот раз и два. Вот частота и индуктивность. Мы их вот сюда и подставляем. Вот частота и индуктивность. В общем-то, все очень просто. В следующие поля мы подставляем емкость кварца, которую измеряли, вы помните, там 3,5 было, 3,6, ну там 3,8 у меня вот когда-то было, видите, да? Вот, подставляем сюда, ну там давайте 3,5 вот поставим, да? Вот. Далее в это поле мы подставляем желаемую полосу частот, которую будет пропускать наш фильтр. Ну, то есть мы разрабатываем конкретное устройство, там трансивер, приемник, и нам нужна полоса 2,8 кГц. Мы можем 3 поставить, можем 3,2, можем 2,6, то есть желаемая полоса. Ну и вот в этом окошке, соответственно, мы устанавливаем фактическое, то есть реальное количество кварцевых кристаллов, кварцев, которые у нас используются. То есть мы подбирали 8 кристаллов. Соответственно, мы вот сюда 8 кристаллов и вписываем. Когда мы это все вписали, все поставили, все значения, нажимаем кнопку Calculate. То есть рассчитать. Рассчитали. После расчета мы получаем нужные значения емкостей. Вот емкость СК в пикофарадах. Вот эта емкость нас интересует. Мы также получаем среднюю частоту и входное-выходное сопротивление, которые в принципе равны. Значит, вот наша средняя частота будет кварцевого фильтра уже непосредственно. И входное-выходное сопротивление, импеданс нашего фильтра. Таким же образом рассчитываются и фильтры Чебышева, только в другом окне. В общем-то, ну вот окошко для расчета фильтра Чебышева. Мы видим здесь тип фильтра Чебышева установлен. Здесь даже график, в общем-то, показан этого фильтра. То есть, все совершенно, в принципе, то же самое. Ту же самую мы выставляем усредненную частоту, ту же самую индуктивность мы ставим, ту же самую желаемую полосу.
и емкость кварца. Но здесь мы еще можем выбирать неравномерность нашей вершины, то есть неравномерность АЧХ. Ну, у меня выставлено 0,5, ну, в данном случае это не важно. И пока по поводу фильтра Чебышева давайте не будем заморачиваться. У нас сейчас самый простой вариант — это Кир-фильтр. Итак, мы рассчитали нужную нам емкость СК, вот она, 84,9 пикофарада. Это, в общем-то, для нас самый главный расчет. Потому как у Кир-фильтра по схемотехническому решению, если посмотреть, там все конденсаторы одинаковые. Вот, и все они будут одинакового номинала. Вот. Но чаще всего расчетные значения емкости конденсаторов получаются не совсем удобными, так как порой таких номиналов просто нет в природе. Ну вот смотрите, 84,9, 85. Такого конденсатора из известных нам рядов нету. Что делать в этом случае? Здесь вариантов в принципе немного. Можно варьировать только одним параметром. Ну, например, изменяя полосу пропускания в расчетном окне программы. Можно в принципе добиться компромисса, где номиналы конденсаторов попадут в стандартный ряд. И при этом полоса пропускания фильтра будет вполне приемлемой. То бишь, что мы делаем? Мы вот можем попробовать поменять полосу. Да? Вот, ставим троечку, рассчитываем. 78,2. Ну, тоже вроде бы неудобная такая вот для нас. Такого нету номинала. Ну, ставим, допустим, 2,9. Смотрим. Вот 81,4. Да? Уже мы знаем, что 80 пикофарад мы найдем. Уже есть такие номиналы. Да? Ну, как-то, может быть, приблизим. Ну, допустим, там 2,7 попробуем. Допустим, вот, 88. Тоже такого номинала, в общем-то, в природе нету. Но как-то ближе всего нам, в общем-то, получается 2 и, допустим, 2,85, если, да. Вот, смотрим. Вот, 83. Тоже неудобно. Давайте 2,9 у нас там было, что-то получалось. Так, 8,1. Значит, 2,95. Вот. И мы видим вот 80 пикофарад. Вот мы уже можем взять значение 80 пикофарад. Нам это уже в принципе более-менее подходит. Можно, конечно, взять ближайшие номиналы стандартного ряда конденсаторов и впаять их, но при этом мы не сможем ориентироваться на полосу пропускания нашего фильтра, то есть расчетную полосу. И узнаем мы эту полосу только по факту при измерении прибором, к примеру, там с помощью прибора Nano VNA. Кстати, как измерять кварцевые фильтры, я рассказывал в одном из видео. Ссылка на это видео будет под этим видео. И в этом, в общем-то, вся печаль. Может оказаться так, что ваша полосочка будет намного уже или намного шире. Ну как намного? Если вы выбирали 2,8, она может оказаться 2,4. Что уже, в общем-то, ну как-то для SSB не интересно. Ну или там 3,4, там 3,6. Ну тоже, в общем-то, мы можем пролететь довольно сильно. Плюс мы можем поиметь некоторую неравномерность. Ну, она, впрочем, зависит от других вещей. И здесь мы подошли также к более такой вот, скажем, важной проблеме. Помимо нужных нам номиналов конденсаторов, эти конденсаторы должны быть одинакового номинала точности и по возможности с небольшим разбросом и нормированным ТКЕ. А еще лучше, чтобы эти конденсаторы были в SMD исполнении и с нулевым ТКЕ. Обычно я ставлю именно такие. Ну, в противном случае придется смириться с достаточно ощутимой неравномерностью АЧХ фильтра. В Кир-фильтре она может быть еще так вполне допустимой. Вот. А если это, допустим, окажется фильтр Чебышева, то неравномерность может оказаться недопустимой более 3 дБ и выше 3 дБ, 6 даже. И вот. Ну, то есть это уже будет, в общем-то, фильтр, скажем, возможно, даже не рабочий. То есть вы его поставите и будете наблюдать все возможные артефакты в сигнале. Ну и, конечно же, после того, как мы спаяли наш фильтр, собрали, нам, конечно же, нужно его промерить. Это очень интересный процесс. Что же у нас в итоге получилось? Ну и вот с помощью, соответственно, программки Nano VNA Saver и, соответственно, с помощью прибора Nano VNA мы промеряем наш итоговый фильтр.
Смотрим, что у нас получилось. Как это сделать, я неоднократно рассказывал в своих предыдущих видео. Их можно легко найти по ссылкам. И в конце этого видео тоже будут ссылочки на видео по использованию прибора Nano VNA. Вот. Что же мы видим? Мы видим реальную картинку и очень даже красивую картинку нашего кир-фильтра, то есть АЧХ нашего кир-фильтра. Вот она. АЧХ, опять же скажу, классика жанра. Все, в общем-то, неплохо получилось. Вот, смотрите, я поставил контрольные две точки, два маркера. Вот, красный маркер я ставлю вот на вот эту точечку. Вот, вы видите, я стрелкой показываю вот сюда, да? Вернее, красный маркер, то есть на низкочастотный скат нашего фильтра я ставлю, да, приблизительно это около 3 дБ, да, мы так смотрим, ну, пускай там будет больше, меньше, но вот нас интересует, вот наша вершина, неравномерность у нее очень приемлемая, все красиво, ну, мы берем чуть ниже, вот, допустим, там 3 дБ уровень, там 4, 5, ну, неважно, это суть не важно, у нас неравномерность вершины вполне позволяет тут, в общем-то, гулять в больших-больших пределах. Даже вот здесь можно поставить точку. Можно, но я ставлю вот здесь, на низкочастотном скате. И синий маркер я беру, ставлю вот здесь, на высокочастотном скате, тоже по уровню приблизительно минус 3 дБ. Вот, видите, да, не сильно видно хорошо маркеры, я смотрю, но, в общем-то, это самое видно. Может быть, вам не сильно видно, но мне видно четко эти маркеры. Вот, все, поставили. Вот мы получили частоты. Низкую частоту низкочастотного нашего ската фильтра, да, и наш высокочастотный скат, то есть частоту высокочастотного ската. Может, я не точно точки поставил, но вот я уже вычислил нашу полосу, которая у нас получилась. Значит, где наш калькулятор? Вот он. Смотрите, открываю калькулятор, и вот я вычислил полосочку. Мы имеем 2,8. То есть наша полосочка получилась 2,8 кГц. То есть абсолютно наша расчетная частота. То есть то, на что мы, в общем-то, и рассчитывали. Все четко. Мы влезли в эти штаны, и у нас все получилось. У нас получилась приемлемая АЧХ. И, в общем-то, такой фильтр будет хорошо работать в любой конструкции. Собственно, что и требовалось от нас. Что и требовалось доказать. И мы достигли, как говорится, всех нужных нам параметров, расчетных и практических. Вот, собственно, и все секреты успешного изготовления фильтра. Видео, конечно, получилось довольно длинноватым, но я надеюсь информативным и полезным. Возможно, кому-то не все понятно, есть вопросы, поэтому задавайте их в комментариях. По возможности я буду отвечать и устранять пробелы. Ставьте, конечно, лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что помимо канала у меня есть еще и свой сайт для начинающих радиолюбителей, а также и форум данного сайта. На форуме есть одноименные темы, и, конечно же, там можно задавать вопросы и обсуждать любую тему из видеороликов или другие интересующие вас темы по радиоэлектронике. Собственно, для того этот форум и создавался, чтобы начинающие радиолюбители и все заинтересованные, даже практики, общались на этом форуме и получали максимум полезной информации. На этом я вам со всеми прощаюсь. Всем пока. И, конечно же, спасибо за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. И до встречи в новых видеороликах.